центральной проблемой, которая является причиной многих других, это оккупация палестинских территорий в 1967 году со стороны Израиля. И все знают, что в 1967 году, сразу после агрессии Израиля против арабских стран, было принято решение, была принята резолюция Совета Безопасности ООН, которая требовала вывода израильских войск, это резолюция 242, вывода израильских войск с оккупированных территорий. Но после этого была достигнута определенная стабильность в отношениях между Израилем и его арабскими соседями. А в 1973 году еще одна резолюция, резолюция номер 338 после войны 1973 года, и эта резолюция также обязывала Израиль вывести свои войска со всех оккупированных арабских территорий, оккупированных в 1967 году. Затем последовала в 1991 году конференция в Мадриде, и там был принят лозунг «Земля в обмен на мир». И это было начало процесса, который был связан с большими надеждами на решение проблемы оккупированных территорий. Была надежда, что Израиль выведет свои войска с этих территорий. Однако, к сожалению, воля международного сообщества, к сожалению, не соответствовала тому уровню, который мог бы позволить заставить Израиль выполнить положение решений резолюции Совета Безопасности, которые говорили о необходимости вывода израильских войск из оккупированных территорий. И мы, то есть арабские страны, мы выдвигали целый ряд инициатив, мы выдвинули целый ряд предложений по решению, частичному решению арабо-израильского конфликта, которые, к сожалению, закончились тем, что Израиль всячески затягивал осуществление этих резолюций и вопреки международным законам, вопреки международному праву продолжал оккупацию арабских территорий и постепенно поглощал все больше и больше арабских территорий путем строительства поселений. Достаточно сказать, что только 600 пропускных пунктов были возведены Израилем на этих территориях. Огромное число палестинцев, которые были заключены в тюрьмы. Там сейчас от 4 до 5 тысяч палестинцев сейчас находятся в тюрьмах Израиля. И, наконец, агрессия против сектора Газа. Это агрессия, которая вообще переросла все возможные границы. И генеральный секретарь Лиги арабских стран и министры иностранных дел арабских стран, а также министры иностранных дел Турции посетили сектор Газа и оценили размер того ущерба, который был нанесен в результате израильской агрессии. И это, безусловно, пятно стыда на челе человечества, то, что произошло в секторе Газа. Эта агрессия была проведена в рамках той кампании по подготовке к выборам, которая будет в Израиле в январе. И израильтяне полагают, что это будет способствовать победе нынешней коалиции израильской стоящей у власти на этих выборах. Второе обстоятельство, которое, видимо, побудило израильтян нанести этот удар, эту агрессию, это предстоящее обращение палестинского президента в Организацию Объединенных Наций с просьбой принять Палестину в качестве наблюдателя в ООН. И в этих условиях
Либерман, Нетаньяху и Барак, они должны представить израильскому народу некие победы, которые они совершили, которые они нанесли палестинскому народу. И я могу сказать, что палестинский народ, все его отряды, все отряды палестинского сопротивления, они сейчас едины. Они, в отличие от предыдущего этапа, когда у нас были определенные трения и даже раскол, сейчас все они объединены, и сейчас все полны решимости защищать сектор Газа. Израиль постоянно нарушал и нарушает все международные соглашения. И Ахмад Аль-Джабари через своего представителя Хамада тоже вел переговоры с представителем Израиля. И Гази Хамад был послан Джабари в Каир, и там он встречался с представителями Израиля. Но вот Нетаньяху решил с ним покончить, и суть, таким образом, этой агрессии – это стремление увековечить израильскую оккупацию, которая началась в 1967 году. И Израиль еще раз показывает, что он считает себя стоящим выше международной законности, международных законов. Агрессивные акты Израиля против палестинского народа, они продолжаются с 1948 года вплоть до настоящего времени, и эти враждебные акты, они принимают различные формы, и самый последний, известный нам, это принял форму обстрелов из воздуха, из моря, из суши, и надо сказать, что эта агрессия против палестинского народа, она не ограничена только сектором Газа, только этим местом. Наряду с блокадой сектора Газа, обстрелами сектора Газа продолжаются строительство поселений на западном берегу реки Иордан, продолжается кампания арестов палестинцев, происходят ночные налеты на дома палестинцев. И вот в частности в последнее время 55 палестинцев были арестованы, в том числе и члены законодательного совета палестинского. И вот эти волны, если можно так сказать, нападений и агрессивных актов против палестинского народа, они продолжаются ежедневно. Большие международные усилия привели к успеху, и удалось добиться прекращения огня, и в этом смысле мы очень высоко ценим и благодарим Египет за его усилия. Мы благодарим также Россию, мы высоко ценим усилия всех тех, кто на протяжении прошедших дней делал все возможное для того, чтобы прекратить кровопролитие. Наша миссия, наше послание к миру состоит в том, чтобы международное сообщество продолжало прилагать усилия для того, чтобы не допустить их повторения. Но конфликт не закончен, борьба не закончена, и борьба может вспыхнуть заново. Могут возникнуть новые вспышки насилия между нами и между израильтянами, если не будут решены главные вопросы. Усилия, которые привели международным сообществом, они привели к результату, но мы надеемся, что эти усилия будут продолжаться и приведут к окончательному решению палестинской проблемы. То, что мы требуем, мы хотим только того, чтобы эти усилия они были направлены на осуществление той цели, к которой стремимся мы, и которая признала международное сообщество, а именно создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. И Израиль предпринимает со своей стороны все для того, чтобы затянуть этот конфликт. И поэтому мы не можем исключить, что в будущем будут еще более кровопролитные события. Мы 29 ноября обратимся в Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций,
И мы надеемся, что это наше обращение принять Палестину в качестве члена наблюдателя ООН, это даст новые горизонты, новую почву для того, чтобы решить нашу проблему.